Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Ровно год назад состоялся релиз шлемов виртуальной реальности PlayStation VR 2. По такому случаю Sony поделилась ворохом анонсов. Коротко пробежимся по списку. Итак, PSVR 2 обещают наградить совместимостью с ПК уже в этом году, но когда – не уточняется. Анонсировано виртуально-реальное ответвление кооперативного экшена Zombie Army. Мочить оживших мертвецов в антураже Второй мировой можно будет вдвоем при условии наличия PSVR 2, Steam VR или шлемов Quest когда-то в 2024. Стартовал сезон обновлений для Arizona Sunshine 2. В игре появился Корги, коим можно заменить базовую версию четвероногого спутника. Весной каждый месяц разработчики будут добавлять по одной новой карте для режима Орды. Вышел новый трейлер ремейка приключения о путешествиях во времени Wanderer: The Fragments of Fate. Ожидается больше уровней, новая боевка, разумеется, графон, обновленный платформинг и поддержка особенностей PSVR 2 вроде отслеживания зрачков и тактильной отдачи. Релиз состоится 27 июня на PSVR 2, Steam VR, Quest и Pico. Продолжение под названием Wanderer 2: The Seas of Fortune уже в разработке. Наконец, партийная сюжетная экшен-ролевка Soul Covenant, в которой 4 героям придется махаться в ближнем бою с полчищами мехов, обещает выйти в 2024, опять же на PSVR 2, Quest 2 и Steam VR. До выхода Final Fantasy VII Rebirth осталось меньше недели. Журналистам уже дали полапать новинку и позволили рассказать о своих впечатлениях миру. На данный момент средний балл у игры 93 из 100, что делает Rebirth одной из лучших игр, вышедших за последние годы. 100% критиков рекомендуют поиграть в Rebirth. В рецензиях отмечают отличную, даже блестящую боевую систему, замечательное чувство породнения с персонажами, множество увлекательных побочных квестов и восхитительную музыку, но нашлись, конечно же, и минусы. Темп основного сюжета нарушают раздражающие мини-игры и прочие побочные активности. Наряду с действительно интересными встречаются также и набившие оскомину вышки и другие затертые штампы. Персонажи проработаны хорошо, но вот истории по итогу не хватило насыщенности. Более того, многих разочаровала концовка, обрывающая повествование и оставляющая все самое интересное на потом, то есть для заключительной части ремейка. Final Fantasy VII Rebirth выходит 29 февраля эксклюзивно на PlayStation 5. Однако, судя по рекламным материалам, эксклюзивность может закончиться уже 29 мая. Благая весть для фанатов студии Alavar. Авторы знаменитой дилогии Beholder анонсировали новую часть. Не основной серии, но франшизы наблюдателя с подзаголовком «Кондуктор». Это будет спин-офф, который предложит привычный игровой процесс, но в новых декорациях. Главным героем выступит кондуктор поезда. Мы должны будем проверять документы и билеты, обыскивать чемоданы, организовывать слежку и докладывать министерству о подозрительных личностях. В предыдущих играх персонаж продвигался по карьерной лестнице, кондуктор же стремится попасть к элитным вагонам поезда. Кроме того, новая игра будет отличаться визуальным стилем в духе пиксель-арта. Даты выхода у Beholder Conductor пока нет, а кроме ПК иных платформ не указано. Riot Games представила свежий трейлер анонсированного некоторое время назад файтинга с героями League of Legends, а заодно в кои-то веки дала ему название 2XKO, что можно примерно перевести как «двойной нокаут». В трейлере подсветили немного геймплея, а конкретно схватки 2 на 2, в которых персонажи входят и выходят из боя прямо по ходу матча. Из подтвержденных героев пока что только 4. Это Дариус, Экко, Ари и Ясуо. Кроме того, Riot пообещала, что новости по игре отныне будут появляться чаще. Начиная с апреля демку 2XKO начнут возить по игровым выставкам, и есть также вероятность, что до конца 2024 пощупать ее дадут и участникам плейтестов, запись на которые ведется на официальном сайте. Игра запланирована на 2025 год, платформы ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Проект будет условно бесплатным.
Большинство современных игр базируются на движках Unreal Engine и Unity, а вот студия Arrowhead не стала гнаться за многообещающими плюшками Unreal и запилила классную Helldivers 2 на почти никому неизвестном двигле Beatsquid. На нем в основном создавались инди-проекты, а одной из последних игр на Beatsquid стала Warhammer 40 000 Dark Tide. Но вот что интересно, поддержка движка уже 6 лет как мертва. По словам главы Arrowhead, Helldivers 2 начали разрабатывать еще до этого, а когда пришли известия о гибели Beatsquid, авторы решили не рисковать с неизвестными им в практическом плане движками, а своими силами постараться разогнать имеющийся инструмент. И это не помешало команде в итоге выпустить хороший продукт. Helldivers 2 продолжает наращивать онлайн, который на данный момент составляет уже 457 тысяч игроков. Игра доступна на ПК и PlayStation 5. Лучшим блогом и вознаграждением в 2 косаря на этой неделе награждается Вуди Мастер, во всех подробностях рассказавший историю провалившейся Never Dead и обстоятельно разобравший саму игру. Вторая же награда достается пользователю Paulson 321, поведавшим о том, как создавалась 13 Sentinels Aegis Rim, а также о бесчисленных отсылках и источниках вдохновения создателей игры. За получением косаря пишите мне в личных сообщениях на сайте. Творцы качественного соус-лайка Ashen продолжают работу над своей новой экшен-RPG Flintlock The Siege of Dawn. Команда обещает устроить подробную демонстрацию игры в марте, а сейчас предлагает нам ознакомиться с тизером. Дверь в загробный мир отворилась, и живым угрожает армия нежити. Силы человеческой коалиции намерены отвоевать свою родину у Костлявой. Воительница Нор Ваник отправляется в путешествие с таинственным существом Энки, чтобы победить злодеев. В битвах она полагается на топор и огнестрел, а также магию и прочие подручные средства. Сражения в The Siege of Dawn будут сложными и увлекательными. Исследуя открытый мир, героиня соберет команду экспертов по оружию и взрывчатке, которые помогут ей в схватке с богами. Релиз Flintlock состоится летом этого года на ПК, PlayStation и Xbox, включая Game Pass. Компания FunDog анонсировала кооперативный хоррор The Forever Winter. Мы окажемся в той версии будущего, в которой мир постигла экологическая катастрофа, а искусственный интеллект и автоматоны истребили почти все человечество. Мы должны будем собирать ресурсы и бороться за жизнь, бродя среди гигантских роботов размером с дом. Вот только это будут не декорации, а живые враги. По словам разработчиков, противники преследуют собственные цели, действуют слаженными группами, воюют друг с другом и грамотно реагируют на действия игроков. До момента, когда вы сможете применить тактическое ядерное оружие, нужно еще дожить. Чтобы победить, необходимо грамотно сочетать тактику, стелс и меткую стрельбу. Проект FunDog весьма амбициозный. Ребята намереваются совершить чуть ли не революцию в жанре. Когда The Forever Winter увидит свет, неизвестно. Среди платформ указано пока что только ПК. Вот есть, казалось бы, Diablo и Path of Exile, два мастодонта, с которыми не потягаться. Вот и авторы Last Epoch просто хотели сделать годный Diabloid и отнюдь не ожидали такого бешеного ажиотажа. Вырвавшись из раннего доступа, игра собрала пиковый онлайн в 150 тысяч душ и даже больше, но серверы к такому готовы не были. Разработчики даже посоветовали включить офлайн режим. Last Epoch предлагает 15 классов и более 125 различных умений, свыше 300 уникальных предметов с особыми свойствами и обширное внутриигровое руководство с объяснением механик и систем для новичков. В версии 1.0 арсенал различных классов пополнился новыми умениями и предметами, были обновлены анимации, интерфейс и визуальная часть игры в целом, улучшено освещение и погодные эффекты, появились новые модели врагов и совершенно новые противники, а также фракции для скупки предметов. Полный список изменений доступен на сайте разработчиков. И да, там 30 страниц текста. Last Epoch доступна исключительно в Steam. Авторы Mortal Kombat 1 выкатили трейлер очередного гостевого бойца. Им стал миротворец из вселенной DC. Игровой процесс этого персонажа обещает много фана. Миротворец может навалять и в ближнем бою, насовать свинца из огнестрела, запустить в морду супостату щит или вкатить дозу яда через отравленные дротики. Герой также может призвать своего верного питомца, который сбивает врагов с ног и яростно орудует когтями. Наконец, благодаря шлему, миротворец может пускать звуковую волну
волну, вызывать силовое поле и действовать вопреки гравитации. Голос и внешность, собственно, как и в сериале, персонажу подарил Джон Сина. Миротворец станет доступен в МК 28 февраля через набор Combat Pack. Полноценный выход намечен на 6 марта. За сим у меня все. Почаще заглядывайте на сайт stopgame.ru, а в воскресенье не пропустите возвращение Trash SG ЧГК на нашем Twitch канале. Хороших выходных!